Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по использованию языков программирования, в частности Python, для разработки SEO-приложений и программ. И я рад представить вашему вниманию Александра Шамрая. Александр, привет! Привет, привет всем. Расскажи, что именно ты сегодня покажешь, расскажешь. Поделюсь своим опытом создания SEO-скриптов под регулярные задачи с помощью искусственного интеллекта. Тут будет мой практический опыт, мое видение в этом направлении. И покажу свои наработки. Мгм. Отлично. Ну все, тебе слово и слушаем тебя внимательно. Можешь тут слайд-шоу включить, чтобы побольше было пользы. Да, да. Ага. И вот эту Немножко плашку скрыть вот сделай внизу. все Ага. скрыл. Во, отлично. Спасибо. Пару слов о себе. Я работаю в компании BondSoft, уже 7 лет опыта, веду интернет-магазин и сайт услуг. Тему вебинара я уже озвучил. Зачем создавать свои инструменты при наличии публичных аналогов? Публичные аналоги не закрывают все наши задачи, либо закрывают не полностью, потому что у SEO-специалиста свое видение решения задачи. Также мы не знаем, как они устроены, и не можем им доверять на 100%. И у них есть лимиты. Наши инструменты бесплатные. С чего начать? Выбираем регулярную задачу и определяем подход ее решения. Тут очень важно понимание подхода. Под подходом я имею в виду логику решения вот с точки зрения нашего SEO-видения. То есть каждый специалист, у него свое SEO-видение какой-то задачи, и важно продумать заранее, до написания кода. Вот на простом примере, стандартная задача по сбору семантики. Какой подход я определил? Мне нужно в общую базу данных по API собирать запросы с разных источников. Например, Google Search Console, либо Яндекс Webmaster. Почему по API? Потому что так проще. То есть не нужно CSV-файлы перетягивать, либо с Google Looker Studio заморачиваться. Мы нажали кнопку, подождали, получили данные. Потом их нужно объединить в одну базу данных и удалить дубликаты. Также мне нужен функционал лемматизации. С помощью лемматизации мне можно легко фильтровать запросы по определенным вхождениям, например, бесплатно, либо БУ. И для удобства работы с Sportstat. Дальше я покажу. Также мне нужно объединить метрики запросов. Ну, например, так как у нас запросы с разных источников, есть показы Яндекс, показы Google. И у них вообще не могут быть разные у одного запроса. И мне нужно придумать одну оценку. И мне нужна фильтрация по доменам в топе, стандартная задача по кластеризации и на выходе получить готовый файл для импорта в топ-виза. Давайте я вам покажу на примере. Надеюсь, вам виден интерфейс. Да, Да, то есть это вот Python скрипт, я просто его упаковал в .exe файл. Тут есть несколько вкладок, каждая вкладка отвечает за свою логику. Вот первая вкладка «Загрузка данных». Здесь у нас авторизация по IP, свои токены указываем. И здесь можно указать Google Search Console, Яндекс мониторинг запросов, Яндекс Метрика, WordStat API. И файлом загрузить подбор запросов и анализ рынка, потому что у них API нет, на данный момент, когда я делал этот скрипт. Или просто загрузить из файла. То есть выбрать различные параметры по дате, устройство, если нужно регион. Все, то есть я уже предварительно, чтобы не ждать, загрузил данные. Далее у нас вкладка фильтрации. По фильтрации мы можем, для этого в рамках этой задачи Python позволяет практически любую фильтрацию делать с этими запросами, вот, насколько у вас фантазии хватит. Например, по спросу, по одному слову удалять, информационные запросы, я по заданным маскам удаляю, там заранее скрипт указал, там что, как, когда и так далее. По спецсимвол, и так далее. Теперь вкладка лемматизация. Здесь я схематизировал запросы по одной лемме, давайте чуть увеличу. И у меня тема сладости оптом, и мне надо нерелевантные запросы убрать. Я смотрю по вхождениям, например, полезный, явно это нерелевантный состав, срок годности, все, и могу легко удалить их, отфильтровать, все, запросы удалились с моей семантики. У нас есть вкладка «Отфильтрованные запросы», и для проверки можно посмотреть, что я удалил, причина удаления. Теперь можно сделать 2 инграммы и эти запросы отправить в WordStat для парсинга. Например, оптом сладости, белый шоколад. Вот переносим в WordStat. На вкладке загрузки данных у нас они вот здесь в окошке появляются. Можно самому дописывать, можно с файла загрузить и спокойно парсим. Мне показалось это очень удобно в рамках моих задач. Также можно снять частоту, вот разные операторы здесь я вывел. И по текущим запросам уже отфильтрованным снимаем частоту. Дальше, теперь нам нужно эти запросы объединить по метрикам в одну оценку.
Тут какая логика? Тут есть несколько режимов, о них можете почитать справа. Я про один расскажу, которым пользуюсь. Здесь как я из всех метрик спроса с разных источников выбираю наибольшую метрику с учетом заданного веса. Вот здесь есть ползунок. Например, с учетом того, что у нас в Яндексе может быть накрутка PF, делаем понижающий коэффициент 0,70. То есть 1 это 100%, 0,70 это 70, ну, минус 30%, тут минус 50%. Такая логика. И с учетом этого веса выбирается для расчета рейтинга наибольшая метрика. Вот, например, показывает 100, показывает Яндекс тоже 100, и будет считаться 70 в рамках этой задачи. Также мы можем делать надбавку за коэффициент, за вхождение в запрос какого-то ключа, например, купить, цена. Можем тоже, например, если показывает Google 100 у нас, есть в запросе цена, то будет 120 в рамках данной задачи расчета рейтинга. И нажимаем «Рассчитать рейтинг». И у нас мержатся все данные, получается, в одну оценку. Вот этот рейтинг. И мы можем удалять менее запросов, у которых маленький рейтинг, и оставить запрос больше рейтинг. Ну, стандартная задача по приоритизации запросов. Ну, давайте в рамках демонстрации я удалю побольше запросов, чтобы дальше быстрее показывать остальную логику. У нас, получается, осталось 143 запроса. Дальше у нас вкладка кластеризация. Здесь я подключил API XML River, выбирается поисковая система, ну и применяются остальные настройки к этой поисковой системе. Но я хочу заранее спарсить выдачу и посмотреть, какие сайты в топе. Вот можно выбирать вкладка анализ топа, можно выбирать топ-3, топ-5, топ-10. И в рамках указанного топа какие домены встречаются, чтобы выбрать, давайте начну сбор, чтобы выбрать конкурентные для нас домены, не конкурировать с Озон, с Валберисом, с маркетплейсами различными, а конкурировать доменами, которыми, словно, можно конкурировать. Пока собирается выдача, давайте расскажу, что есть вкладка лог. Так, уберу окошко. То есть в логе мы контролируем, как API отработал. Ну вот, например, Google API по дням спарсился, все нормально, ошибок нету. Яндекс API пакетами по 500. Ну и так далее. В принципе, по скорости в рамках моих задач мне хватает. Так, почти спарсилось. Если запросы бывают, особенно в Яндекс в последнее время, в XML River, не все парсятся, можно, есть кнопка «Дособрать выдачу». И у нас влево появился столбец, и вот домен, например, Озон, Валберес, там, Аленка, и мы выбираем домены, с которыми можем конкурировать. Ну, например, условно давайте Аленка, Сладрус, Белевские сладости, ну и так далее. Нажимаем «Анализировать выбранные домены». И вот у нас появляется запрос, и в рамках топ-5 наши сайты, если они есть. Ну, тут сортировка идет, где есть наши сайты, где нет наши сайты. И мы можем брать семантику наиболее запросы с конкурентным топом, для нас конкурентным. Также можем учитывать, есть ли главные по запросу или нет, потому что если мы продвигаемся внутренняя страница, конкурировать с главной сложнее намного. Потом можем тоже эти запросы убрать, либо страница блога. Вот тоже. Ну, тут просто информационные запросы в рамках демонстрации попались. Ну, бывает и по коммерческим проскальзывают. И вот здесь есть чекбокс. Удалить с учетом главной либо статьи. Вот ниже этого порога указано. То есть ниже одного мы удаляем запросы. Все, удалено 100 запросов. Остались только от одного домена в топ-5 нашего конкурентного и с учетом главный блок. И дальше уже делаем кластеризацию из кэша, потому что собрали выдачу. Все, вот у нас появились группы запросов. Там можно группы менять местами, можно запросы перетаскивать в разные группы. Ну, стандартные. Можно создавать группы. Там, тест. Можно смотреть выдачу по запросу. Вот, можно смотреть выдачу по кластеру. Ну вот, что, в принципе, что вам нужно, с помощью Python операции с запросами можно делать. Вот подсвечивается одинаковый URL по запросу. Ну, практически любые. И на выходе я получаю готовый файл CSV в топ-визор, то есть уже будет группа с запросами, вот как указанными, как здесь. Все, мне показалась эта логика на данный момент удобная. То есть я в одном окне с API собираю все запросы, делаю различные операции по фильтрации и получаю готовый файл для топ-визора, так как в топ-визоре работаю. Так, давайте покажу следующий скрипт. Вот у нас стандартная задача по оценке доноров. Например, на Miralinks мы хотим выбрать, какой донор ценнее. Для этого мне нужно спарсить Miralinks. Вот я написал парсел на Python. Тут нужно указывать страницу, получается, каталога, вот подбора площадок с учетом фильтрации.
указываем авторизационные данные, нажимаем «Начать парсинг». Скрипт, получается, открывает браузер свой, вводит авторизационные данные и постранично Mirrorlink парсит. Вот видите, вылезла капча, я нажимаю «Я не робот», и скрипт дальше работает, то есть я ничего не делаю. Поэтому очень удобно, что в демонстрационном режиме так показывается парсинг, потому что я могу пройти капчу. Дальше есть вкладка «Лог». Если какие-то баги, то здесь мы увидим. Количество страниц, ну, я в рамках демонстрации нажал 2, тут можно какое угодно их ставить, обычно стоит 10 тысяч, это, ну, на всякий случай, если, например, не весь каталог вы хотите парсить Mirrorlinks. Вот он сам зашел на страницу, сам перелистнул, то есть я мышкой ничего не делаю, скачал, перешел на другую страницу. И все, и вот готовый файл для экспорта CSV. Давайте его посмотрим. Так, загружается, секундочку. Вот он, все, загрузился. Так, ну вот та же таблица с Mirrorlinks, домен и метрики идут. Была проблема, когда писал скрипт, что у Mirrorlinks бывает пропущены данные, как идут, и у меня сбивались столбики, то есть не сразу ошибку нашел. Поэтому надо перепроверять обязательно логику. И теперь дальше этот скрипт я экспортирую в Google Sheet по API. Вот эти метрики, я забрал там Ahrefs, Majestic. Есть у меня метрика с кейсов по трафику с Google. И есть вкладка Setting. Здесь какая логика? Мы задаем каждой метрике, то есть каждому столбику, значение приоритета. То есть, например, хочу отдать приоритет больше в моей формуле Google трафику, вот здесь 65 стоит, но это в рамках демонстрации, тут на усмотрение SEO-специалиста. И я вот раскидываю баллы для каждой метрики, и здесь главное, чтобы не больше 100 было. А колонка C, здесь такой безопасный порог, чтобы выше этого порога уже плюс к рейтингу не давался донора. То есть, если, например, у нас Ahrefs трафик тут 100 тысяч стоит, будет 150, в формуле будет считаться как 100, если 50, как 50. Такая логика. То есть тут мы берем эти метрики, друг на друга перемножаем и берем средневзвешенное значение с учетом заданных весов. Как это выглядит? Смотрите, вот, то есть AppScript. Ну, я уже предварительно открыл, чтобы не ждать. Вот сама формула. И HTML это в рамках интерфейса. Смотрите, сейчас покажу. Вот у нас SEO Tools, рассчитать рейтинг. И вот оформление, выбираем лист. Вот, например, текущий 2. Нажимаем рассчитать рейтинг. И появляется колонка с рейтингом. Сейчас написала готово. Вот, Total Score появился. Все, мы отсортируем. И все, и вот у нас приоритет донора. То есть, если, например, брать одну метрику трафик Google, ну, если кейсов по каким-то причинам некорректно сильно даст метрику, мы подберем неверного донора. Либо если на глаз это все определять, тоже не очень удобно. То есть, потому я пришел пока к средневзвешенным значениям сразу по комплексу метрик. Также у Strong SEO посмотрел, он тоже был у Миши на вебинаре, он в таком формате выводил индексацию статей, то есть мы уже 8 статей на доноре разместили, из них 7 проиндексировалось. То есть таким образом можем прогнозировать будущую индексацию следующей статьи, вот 5 из 9 уже сомнительный донор, 7 из 7 ну, хороший. Я это, правда, в формулу не включал, потому что мне удобнее на глаз это определять в таком формате. Так, я думаю, Миша, там вопросы задают. Да, вопросы есть. Ну, давай их оставим потом, чтобы... Потом, все, я понял. Ну, может, чтобы не утомлять людей, то я бубню. Нет, все отлично, очень интересно. Давай дальше. Все, я понял. Следующая регулярная задача по текстовой оптимизации. То есть это стандартный текстовый анализ. Тут у нас вводятся урлы, которые мы хотим посмотреть в топе, сравнить с нашим урлом. Вот я уже предварительно спарсил данные. То есть у нас тут идет по зонам, можно смотреть перекосы. Ну, стандартно. Вот, например, у нас почему-то производитель там 100 раз указан, у конкурентов всего 2 раза. Там, или цена вот тоже на 100 раз, у 4 конкурентов 5 раз. То есть такие вот искать моменты, фиксить в плане спама перекоса, либо если у нас недостаточно какого-то ключа, тоже так в другую сторону в плюс сортируем. Вот тут можно выбирать минимально страниц в топе, но чтобы ключ был не на одной странице конкурента, а на нескольких. И вот так смотрим. То есть вот в таком формате разные зоны. То есть тут в принципе, зона ссылок, общая это зона ссылок и текста,
Также от коллег слышал, что в Google может пессимизировать за спам в альтах, потому вкладка тут появилась в рамках эксперимента. Ну, title и справка. То есть в таком формате. Также можно анализировать по конкретным ключам данные. Вот есть режим анализ по ключам. Здесь можем разбавленные ключи также учитывать. То есть если, например, купить качественный шоколад, там тоже сюда можно нам статистику потянуть. Вот шаг разбавления, тут можно указывать, ну, кастомно. То есть, ну, например, если в этом ключе еще 3 слова разбавления будет, мы его тоже заберем. Также любой порядок слов, ну, понятно, там, если шоколад топ, там шоколад тоже в статистику потянется. И сбор связанных лем. Здесь имеется в виду, что мы с одного пассажа, где встречается ключ, например, там, купить шоколад топ, там в одном предложении ключ, и остальные леммы этого предложения тоже можем забрать в статистику. Такой условный LCI. Ну, это в рамках эксперимента сделал такой функционал. Все, вот тут логи пока парсится. Есть вкладка «Справка». Если какие-то будут у вас непонятки, можете почитать ее. Также есть еще режим настройки области парсинга. Ну, для отсечения сквозного контента. Единственное, у меня тут пока промежуточный вариант, потому что тут надо вручную указывать тег, который обрамляет контент. Ну, вот у нас, например, основной контент в определенный тег обрамленный. Мы его сюда указываем и можем только этот контент парсить. Если несколько тегов, то несколько тегов. Делал я автоматическую реализацию, но пока стопроцентного совпадения не нашел, пока задача в работе. Есть промежуточный вариант. Вот у нас парсилась пока. Все, готово пишет. Ну и вот наши ключи. И вот LCI – это ключи, которые в рамках одного пассажа. Все, и смотрим. Тут ключи бьются также на леммы. И вот разбавлены ключи, где /3, например. То есть у нас в данном кейсе, например, получается, купить шоколад топтов нету ключа. Разбавленного тоже нету ключа. Цена у нас переспам. Ну и вот есть связанные слова. Также по зонам. Есть еще вкладка «Дополнительные настройки». Здесь можно парсить только видимый контент. Это в рамках гипотезы я реализовал с учетом разрешения. Разделители лем можно, разделители пассажа, извиняюсь, можно тоже кастомно задавать. То есть тут знаки препинания, теги. Вот это SEP, сепарация, это для работы скриптом. Это не удалять, если будете работать. И стоп-слова тоже можно кастомно заводить. Давайте проанализируем, покажу опцию по области парсинга. Если мы нажмем на ключ 2 раза, выплывает окно с контентом, который спаршен. И здесь подсвечивается желтым данный ключ, на который мы нажали. Вот если показать контексты, вот он в более таком сжатом виде. SEP это вот именно в рамках пассажа, и показывается ключ по разным зонам. Ну, быстро, удобно посмотреть, где вхождение находится. Так, давайте откроем сайт. Я не знаю, что это за сайт, я в рамках демонстрации просто их словно рандомный нашел. Давайте посмотрим, где у них контент, как обрамлен. Так. Ну вот, есть DiffMine, он меню не захватывает, правда, хлебные крошки. Футер не захватывает, захватывает сайдбар. Ну ничего страшного, то есть мы тег копируем. Единственное, мы его копируем в консоли через D12, проверяйте в исходном коде, есть ли он, потому что тут у нас JavaScript отрабатывает, может не быть этого тега. Так, возвращаемся, настройка области парсинга, задаем. Тут это разделитель между формуле. На всякий случай ставим домен, потому что на другом домене тоже этот тег может случайно встретиться. И нажимаем «Начать анализ». И здесь в логе мы можем посмотреть, применилась ли наша формула или нет для парсинга. Ну, здесь мы не ставили, здесь весь контент. А вот для этого сайта поставили, вот тут пишет источник, наш тег. Все, применился. Также можно тут смотреть по ключу, просто вбивать. Ну, все, что угодно делать. Пока на что желание есть, Python позволяет. Можно JavaScript настраивать, чтобы отрабатывал. Про лемматизатор не сказал. Смотрите, здесь я использую MathStem от Яндекса лемматизатор. Мне он понравился. Мне кажется, он умнее, чем аналоги работает. Вот. Но есть тут и другой лемматизатор. Просто их тестировал, решил не удалять. И можно без лемматизатора пользоваться. Ну, считаю, с лемматизатором нет смысла без лемматизатора. Так, давайте посмотрим теперь. Вот, видите, вот я этот сайт нажал, что спарсилось. Получается, вот хлебные крошки, и идет уже H1 листинг. А внизу, ну вот, смотрите, цена зависит от объема. Давайте посмотрим. Все, вот последнее предложение, и вот этот сайдбар, получается, попал. Все, то есть вот таким образом можем решать задачи текстовой оптимизации. И тут, повторюсь, вот на что у вас фантазии хватит, как вы ее понимаете, можно кастомно в Python это настраивать. То есть у меня тут в этом данном примере я не использую ни прокси, ни какие-то дополнительные сервисы. Просто написал скрипт, вот request, он обращается через
запрос к сайтам и парсить данные без прокладок. То есть у меня ни лимитов нет, только моя мощность ограничения. Либо чтобы мне не забанил сам сайт. Так, вернемся к презентации. Надеюсь, я доступно объяснил, что можно делать. Все отлично. Так, теперь первый вопрос, почему я работаю в приложениях. Первое, мне так удобнее. То есть я тут показал регулярные задачи, я постоянно к ним возвращаюсь, и, соответственно, мне хочется их максимально удобными сделать и быстрыми. То есть я на вход подаю данные, в визуальном интерфейсе делаю с ними определенные операции, в графическом интерфейсе, извиняюсь за тавтологию, получаю результат. Ну, конечно, не под все задачи нужно делать интерфейс. Использую библиотеку TechInter. У нее есть свои ограничения, можете использовать браузерные решения, но мне в браузере, в принципе, работать не нравится. Там из буфера обмена сложно вставлять данные и копировать. Люблю на десктопе именно работать. И, повторюсь, я не призываю делать скрипты только с интерфейсом, потому что явно это для ряда задач избыточно, например, какая-то разовая задача, либо какая-то задача по аналитике данных каких-то. Просто хочу донести, что можно делать вот такие кастомные решения под свои задачи, не имея знаний программирования. Я как SEOшник, знал HTML в какой-то степени, CSS, JavaScript чуть-чуть, но Python вообще не разбирался, когда приступал к этим задачам. Ну и вот мне кажется, у меня получилось создать нормальные решения. И теперь по настройке среды разработки. Вот я от коллег видел вебинары, там люди в VS Code показывают различные крутые вещи, а я смотрю, я даже не понимаю, как этот VS Code открыть, в принципе. Для меня было самое сложное просто настроить, чтобы открыть VS Code и там работать с Python. Тут у нас получается, что нужно сделать? Скачиваем Python, скачиваем VS Code, это вот редактор, где мы работаем, и скачиваем Node.js, какие-то SKM для работы с терминалом. Сейчас далее я подробнее расскажу. Заходите на сайт Python, есть в меню загрузка, выбирайте устройство и справа не качайте последнюю версию, что они предлагают, качайте стабильную, обычно предпоследнюю, потому что когда я скачал последнюю, у меня она не со всеми Python библиотеками была синхронизирована. У меня были ошибки в работе, и пока я понял, что к чему, я много времени потратил. В VS Code можно проверить, какая версия Python используется, интерпретатор. То есть, если не та стоит номер, выбираем нужное. И терминал. Через терминал мы устанавливаем различные библиотеки. Нам при создании скриптов модели искусственного интеллекта подсказывают, какую библиотеку, какую команду установить. Тут проблем нет. В терминал заходите, устанавливаете. И работаем с CLI-агентами. И дальше я покажу, что это такое. По расширениям. У меня установлено 4 стандартных пайтоновских. Kilo-код и Cloud-код – это уже агенты. Теперь к какому пришел я подходу к созданию скриптов. Первое. Нужно детально описывать ожидаемый результат, чтобы дать модели искусственного интеллекта меньше вариаций, то есть меньше выбора. Чем меньше выбора, тем меньше шансов, что она совершит ошибку. Если не получается что-то сделать, просто поменяйте другое, и не надо мучиться там, постоянно пытаться исправить ошибку, что бывает другая модель легко решит эту задачу. Просто поменяли, и все. Дальше можно вернуться к старой, далее, если дорабатывать будете. Либо посмотрите в интернете, если совсем не получается, такой совет. И хорошо у искусственного интеллекта спрашивать варианты решения задачи. Особенно это хорошо, когда у вас уже создан скрипт, вы хотите его доработать, и с учетом уже решений в текущем скрипте она подбирает варианты с учетом плюсов и минусов. То есть прям не вслепую вы даете директивы «сделай то-то, то-то, то-то», а спрашиваете, что можно сделать, и уже выбираете из вариантов. То есть как уже не как приказом отдаете, как собеседник у вас получается модель искусственного интеллекта. Также можно уточнять, верно ли составлен промпт, если логика сложная какая-то, то есть тут подсветить неоднозначные моменты. И призываю, это не обязательно, но призываю уточнять у модели, как работает функционал в скрипте. То есть вы что-то внедрили, оно вроде работает, все равно спросите, как это работает, чтобы по шагам описала модель, потому что бывает все равно ошибки есть в логике, которую вы сразу не увидели. И второй момент, вы вы лучше понимаете, как ваш скрипт работает, и вам проще с ним потом работать, дорабатывать, и вы, и свой кругозор условно расширяете таким образом. И не нужно вносить большие доработки за раз, условно, ни одной большой фичи, либо несколько маленьких, потому что если сразу 2 большие фичи вносить, одну фичу хорошо сделал искусственный интеллект, другую плохо, и уже потом сложно с этим работать. Лучше по одной. Одну сделал, не сделал, доработал. И вот в таком формате. И важно постоянно бэкапить версии скриптов. Вот тут пример части промпта. Мне нужно реализовать сборы в рамках одного пассажа связанных проблем. То есть я говорю, что нужно сделать. Говорю, что исключить нужно стоп-слова, даю пример логики, тоже хорошая практика, примеры давать, вот есть ключ, вот есть пассаж,
какие связанные леммы должны на выходе быть и где выводить. Также, если вы работаете в веб-версии, то можно говорить, напиши код полностью, чтобы я сразу скопировал, ну, чтобы самому не вставлять, если еще скрипт не очень большой. Также можно уточнить, составил промпт, верно ли все в нем учел, то есть по неоднозначным моментам, и копируйте промпт. Конечно, он может и избыточную информацию дать, а может прям, ну, очень хорошие поинты подсветить. Теперь по подключению API-шки. Нужно в промпте указывать прям документацию, потому что если рассчитывать на базу самой модели, там, скорее всего, будут ошибки. Также не полагаться в вопросах лимитов и тайм-аутов. То есть даже если вы указали все правильно в документации с лимитами и тайм-аутами, на все может сделать не так. То есть это надо потом перепроверять. Продолжим. Например, вот у меня была проблема, я когда настраивал XML River, почему-то у меня был тайм-аут 30 секунд, хотя в документации указывало 60. У меня было очень много запросов без данных, то есть крашились. Вот. И это вот потом только дошел, почитал документацию, говорю, какой нужен лимит, и увидел, и доработал. А вот сама моделька с учетом указанной документации почему-то, ну как почему-то, понятно, может сделать неправильно. Вот пример, то есть мне нужно в текущий скрипт подключить API WordStat для получения данных там, о запросах. Вот параметры API, там, фильтры regions, device, num 2000 сделать. Ну, это сколько мы запросов за раз с WordStat получаем. Второй параметр сделать 128, это сколько мы можем за раз отдать API запроса для частоты съема, ну и лимиты. Также вот прикрепил документацию, ссылки, и я прям со страниц потом начал копировать еще текстом, чтобы точно больше шансов было, что модель это в правильном контексте учтет. Теперь по доработке скрипта. Если мы работаем в браузере, можно как дорабатывать? Просить, пиши мне код полностью, чтобы я его скопировал, либо пиши код частями. Ну, если полностью понятно, мы копируем, вставляем, если частями, мы уже вставляем в текущий код, ну, части для замены. Там. Ну, бывает, что когда частями вставляем, там можем метод пропустить не туда, в не то место указать, где-то вот что пропустить. Поэтому надо в текущий диалог, где вам уже сказали, что заменить, исправленный скрипт прикрепить и сказать проверить. Он подсвечивает ошибки. Правда, если в Google AI Studio работать, то там в большом контексте уже может вам бред писать. А если мы полностью код меняем, то просто новый диалог открываем и два файла вносим и просим сравнить. И также нужно писать, сейчас, секунду, не вноси изменения, не относящиеся к ТЗ, потому что если это не указывать, особенно Google AI Studio любит что-то там оптимизировать код на свою логику, и потом вы с этим будете работать, мучиться. Так, об этом я сказал. Также можно сразу два скрипта, новый и старый, запустить параллельно. То есть в терминале обычно запускаем, и потом в выделенном терминале запускаем и сравниваем логику. Бывает, что ты в одном месте что-то поменял, в другом уже работать стало по-другому почему-то. И мы это легко увидим, когда одновременно, ну, на экране два вывели сразу, слева-справа, и смотрим, как они работают. Также могут быть проблемы в сборке .exe файл. Ну, если явно вам не написали при сборке проблемы, либо вы не увидели их, когда уже открыли .exe файл, бывает, все равно надо сравнивать с Python скрипт еще файлом, бывает там какие-то разночения в логике работы, то можно прям, вот лог, это пример PowerShell терминала, лог прям скармливать модели и спросить, где ошибка. Бывает избыточную информацию, это бывает прям может подсветить. Также для экономии токенов и яички можно удалять комментарии из кода, что модели почему-то любят ими спамить. Вот здесь пример промпта. Теперь вопрос, какие я и использовал. Я использовал при начале, когда погружал в тему, DeepSeek Google AI Studio, бесплатной веб-версии. DeepSeek мне понравился, он прям круто генерирует цепочки рассуждений. Сразу можете увидеть неоднозначные моменты. Google AI Studio мне понравился, он такой быстро код пишет. Ну, оба они нормальные в рамках этих задач. В последнее время пользовался уже Cloud Code, модель Minimax. Не принципиально рекомендую использовать несколько, потому что главное, чтобы их менять, чтобы один может не справляться с задачей, меняешь другой справляется. Ну и чтобы они были не какие-то допотопные, ну хотя последние какие-то версии от 25 года. Теперь самое основное, как почувствовать вайб. Рекомендую использовать встроенные и-агенты, то есть, например, Kilo код, GitHub Copilot, Cloud код, прямо в VS Code. То есть вы не нужно, если вы в браузере веб-версии работаете, перетаскивать туда-сюда код. То есть не нужно создавать самому файлы, вносить там изменения в код самому. То есть очень это упрощает работу. И прям уже такой прям кайф можно получить от этого в прямом смысле. Давайте я покажу, что я имею в виду.
Так, перехожу в VS Code, надеюсь, видно. Здесь у нас слева Да. файл из кодов. В центре код, понятно. Здесь внизу вот терминал, его раскрою. Справа уже чаты. То есть через EE-агент можно работать через чат, либо через терминал. Что такое EE-агент? Это оболочка API модели, которая может делать различные очень полезные штуки. Как я говорил, копировать файлы, сама вставляет код. Много чего, это прям отдельная история, там можно всякие скиллы задавать и так далее. Вот, например, чат, это вот, получается, вот он там на связи, на связи. Вот тут можно работать, вот файл выделенный, вот здесь подсвечивается, его можно дорабатывать. Но это мне не понравилось, здесь много визуального шума, мне понравилось работать через терминал, это называется CLI, по-моему. Вводим команду kilo, это чтобы вызвать агента. Секундочку, сейчас техническая пауза. Сейчас все будет. Вот он. И здесь мы можем различные команды давать. Но мне больше понравился Cloud Code. Это не реклама, просто рассказываю, чем я пользуюсь. Давайте новый терминал. Так. Он платный, но я покажу вам, как можно бесплатно поработать, просто попробовать, чтобы вы поняли, что это такое. Тут просто мало лимитов на бесплатном варианте. Через Alamу я авторизуюсь в Cloud Code. Как это сделать, у меня будет дальше презентация. Так, сейчас думает. Пока думает, покажу, вот в меню есть левый сайдбар, расширение. Здесь мы устанавливаем различные расширения. Вот Cloud Code, Kilo, Python. Здесь в поиск вводите расширение. Главное, смотрите, кто разработчик. Вот Anthropic, Microsoft, Kilo Code, Microsoft. Вот эти устанавливайте. Так, у нас уже подгрузилось. Я ему говорю, сейчас, секунду. Вот у нас файл, я путь сразу скопировал. Говорю, скопируй файл. В новый файл. 15. В новом файле добавь вкладку с текстом «Привет на вебинаре у Миши Шакина». Вот, и смотрите на левый сайдбар, что он будет делать. Сейчас он думает. Можем, например, пока он думает, перейти в Kilo. То есть какая логика агента? Вот есть команды, например, выбрать другую модель. Вводите на free, пока доступны, чтобы потестить. И вот они, вот с пометкой free можно использовать. Я пробовал бесплатный API Gemini, но он мне не понравился, он постоянно падает. Хоть они там и заявляют, какие-то лимиты есть бесплатные, нифига. Для нормальной работы он не подходит. Так, тут он еще думает. Так, ну вот, пробовал еще Grok. Мне тоже в рамках задачи не понравился. Так, секунду. Вот, Grok думает. Все, теперь важный момент. Агент спрашивает, что мне сделать. Он пишет, копировать файл 14, файл 15. Я говорю, да. Сейчас, секунду. Потом он меня спросит, можно ли внести изменения в файл 15. Тут важно проверить, какой он файл носит изменения, потому что если он внесет текущий файл, вы можете потерять рабочую версию. Вот он его читает. Kilo-код говорит, я на связи. Ну вот, и все. И то же самое можно делать. Единственное, мне Kilo-код не понравился, он бывает багует с копированием файлов. Бывает, не в точности копирует. Так, что-то Cloud Code делает. Вот просит ввести изменения. Видите, номер файл 15. Да, 15, все правильно. Ну, я тут нажму, чтобы уже быстрее, чтобы он уже не спрашивал меня. И вот он прям при вас, что он внес. И вам не нужно вот открывать браузер, идти в браузер, что-то копировать. Все в одном окне, и он еще уведомляет, что все, я задачу выполнил. То есть выплывает уведомление. Очень удобно. То есть вы нажали, свернули и занимаетесь делами, он сделал, открылись, какая-то большая задача. Все, и пишет, готово. Скопировал, все добавил. Давайте проверим. Вот этот скрипт появился. Нажимаем запустить. Так, ждем. Вот он. Так, и видим вкладку «Привет». Все, привет на вебинаре Миши Шакина.
Все, вот таким образом можно работать. Мне показалось это очень круто, когда я после там месяц работал или сколько в этих веб-версии, там что-то до код перетаскивал. Прям крутая штука. Рекомендую прям начать сразу с агентами работать. Теперь дальше. Так, вайп мы почувствовали, надеюсь. Так, это я уже объяснил все. Вот инструкция по установке, чтобы попробовать бесплатно Cloud Code на данный момент. Есть видео по настройке, если он будет заблокировано, то здесь я все указал. Тут смысл в чем? Мы авторизуемся в Alame в сервисе, и через Alame уже работаем в Cloud Code. Cloud Code надо будет установить, вот тут команда есть. Так, а Kilo Code бесплатный, тоже устанавливаем. Также есть сессии, получается, в агентах. Вводите сессию в Kilo Code, либо в Cloud Resume, и как чаты в веб-версии, то есть можно возвращаться к прошлому диалогу. Так, ну тут я уже объяснил, что мы просто пишем, скопируйте текущий файл в новый и внесите изменения. И важно, повторюсь, контролить, какой файл носит изменения, новый или старый. Так, что поизучать по этой теме? Мне понравился курс «Основы анализа данных Python от Яндекса». Там он бесплатный, есть интерактивные такие мини-задачки по Python. Прям рекомендую. И, в принципе, вот в рамках этого вебинара, когда я вот смог что-то создавать для решения SEO-задач, мне прям это от выгорания помогло. То есть ты прям творческие такие моменты, и ты можешь прям что-то делать под свою задачу. Это очень круто. Прям рекомендую всем, ну, в каком-то хотя бы мере попробовать. Я думаю, ну, должно всем SEOшникам понравиться, если кто-то еще это не делает. Так, а теперь по домашнему заданию. Миша призывает давать домашние задания. Я уже повторюсь, я просто вам рекомендую начать разрабатывать свое решение, если еще не начали. Но если формально подойти, можете спарсить Merlin с моим парсером, либо своим, и загрузить данные по API в Google Sheets, чтобы посмотреть, рассчитать метрики донора. Как обещал, я отдаю XF-файлы, которые показывал в рамках вебинара. Там они бесплатные, только API-шки настройте, где нужно, и работайте. Отдаю ссылку на Google таблицу. Единственное, текстовый анализатор отдаю без MySteam, то есть там PyMurphy 3, тоже нормальный лемматизатор, то есть решает задачу. И я делал их не под Mac, делал под Windows, просто не тестировал даже на Mac, если что, извиняйте. Все, и спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы, если есть. Александр, огромное спасибо. Ты прям такой крутой мастер-класс провел, замечательно, прям очень круто. И вот по поводу твоего софта, как ты назвал его, Text Mirror, да, там такой зеркало текста, очень классное название. И я вот просто из опыта, бывает время от времени меня приглашают в различные SEO-компании внутрь, ну, так сказать, внутреннюю кухню посмотреть, и в том числе и в топовые, ну, как в гости. Погулять, посмотреть, там, ребята, пообщаться. И вот мне иногда показывают какой-то внутренние вот такие софтины, всякие разработки. И что могу сказать? Ведущие SEO-компании, которые действительно круто работают, у них одно из отличий от других компаний в том, что у них много своего кастомного софта, вот типа твоего вот этого. И вот уровень твоей программы, он на самом деле подходит, ну, под топ-3, топ-5 SEO-шных компаний России. То есть они мне вот такого плана подробно, прям с детализацией, очень глубоко погружены в тему, и они на основе этого разрабатывают софт свой, ну, конечно, там с программистами, с нейросетями и прочим. А ты большой молодец, что ты вот, по сути, своими руками, без опыта в программировании, ты создаешь такие вещи, поэтому большое тебе спасибо и за то, что показал. И уверен, многие будут воодушевлены твоим примером и тоже будут какие-то штуки делать такие. Ну, я рад, что, надеюсь, людям понравится. Но на самом деле я подчеркну, что это непросто. То есть это я не просто ввел 2 промпта и получил. Это надо разбираться, там куча времени надо. Это не так, что там... Да, то есть чтобы у людей не было заблуждения, что я сейчас ворвусь, за неделю все сделал. Не-не-не, тут надо, чтобы такое делать время. А вот если смотреть от и до, примерно какое время у тебя заняло, сколько недель, месяцев вот разработка? Ну, смотрите, вот по семантике, ну, месяц точно не заняло это. Потому что там много логики, там надо ее... Да, то есть это вот долго это делать. Да, месяц точно вот по семантике я делал, да. Отлично, я тебя понимаю. Тут недавно пилил расширение для браузера Google Chrome по технике Помодоро, таймеры по 25 минут отсекает, и ты работаешь так продуктивно, не отвлекаясь. И вот тоже, слушай, месяц я вот допиливал, там то одно там что-то не работает, то другое, то какая-то идея, а он мне берет и что-то предыдущее, что работало, портит. Да, я одно делает, другое ломает. Ну, короче,
Да, бэкапить. Я прям Это вот что-то прям, внес, новый файл создаю, копирую, потому что потом сложно с этим разобраться, когда много функционала. Ну вот, например, по да. сбору семантики мне прям необходимость была бы, что раньше был кей-коллектор, сейчас он уже давно не актуален, и я Мгм. по факту, ну, нету, я не знаю, публичного софта, который прям от и до решает задачу, чтобы я мог все получить данные, как нужно по своей логике сделать и на выход. Потому вот необходимость просто по сбору семантики. Понятно, что Мгм. текстовых анализаторов куча, но мне просто нравится, во-первых, он бесплатный и на десктопе работать, и плюс можно свои Мгм. какие-то гипотезы на нем проверять. В таком. Да, захотел, вкладочку новую сделал под себя. Это удивительные времена сейчас вообще. Да, да. Фантастика. Конечно, есть вопросы. А, так вот, такой вопрос, и он там еще с одним пересекается. Какие инструменты для вайп-кодинга входят в твой топ? Так, и сейчас еще один. Так. Ну ладно, вот ответь на этот пока. В принципе, вот именно как по моделям, ну, главное, мне кажется, вот в рамках таких задач все модели плюс-минус актуальные. Но я вот выделил бы еще скорее не саму модель, а среду, где работать. Вот в Cloud-коде я рекомендую Мгм. работать, потому что это упрощает процесс, вы меньше устаете просто туда-сюда этот код таскать. И там, ну, в Cloud-коде топовую модель просто выбираете и работаете, которая вам подходит под ваши задачи. Мгм. Можно работать на бесплатных DeepSeek и Google iStudio веб-версии тоже спокойно. Мгм. А слушай, ты вот если смотреть, взять все время разработки вот твоего, например, софта Text Мгм. Mirror за 100%, какую процентную долю ты сделал с помощью платных моделей нейросетей, а какую из Это бесплатных? все бесплатно сделано. О, круто, слушай, Я вообще. Cloud Code уже последнюю неделю, когда тестировал, я уже просто на бесплатной версии через Аламу делал. Мгм. Да, ну, Молодец. конечно, да. Какие частые ошибки допускают новички в вайп-кодинге? Вот на твой взгляд, или там на основе опыта, в чем ты там запинался, буксовал? А, ну, так, может, сразу не вспомню, но тут важно, повторюсь, определить подход. Вот если у вас правильный подход к задаче, как ее сделать, вот именно не то, что с точки зрения кода, а вот что вы хотите. И когда вы описываете правильно, то и результат будет, скорее всего, правильный. Ну, я призываю также, да, постоянно бэкапьте версии, потому что вы потом не откатите просто что-то, потому что нейросеть сама вам не восстановит скрипт, если вы потом в контекстах не скажете, там, Мгм. да, ну, верни. Ну, то есть тут надо этот момент. Просто очень жалко, если вы там потратили кучу времени, а он в итоге сломался, что вы его не скопировали. Такой момент. Да. Я даже такую себе штуку настроил в глобальном Claude MD, Мгм. чтобы, когда я пишу «сделай бэкап», она делала бэкапы в папке проекта, отдельные бэкапы. Мне Мгм. так удобнее, не лазить там в root куда-то. И я всегда скачиваю этот файлик, у меня прям такая пачка этих скачанных версий, так сказать, каждого инструмента, поэтому да, это прям бэкапы, это рулят. Как говорится, ну, кто вот на компьютере работает, есть люди, которые еще не бэкапятся, а есть, которые уже бэкапятся. Когда выстрадали это, и да, бэкапы классно. Вот такой вопрос. Как правильно выбрать стек? Ну, то есть для новичков поясню, то есть набор, так сказать, инструментов, моделей Мгм. и так далее. И направление. Когда десктопное приложение лучше, а когда, например, там под Chrome какое-нибудь расширение или какие-нибудь апки там другие. По поводу стека, тут уже зависит от задачи. Какова задача, вам модель рекомендует, что можно использовать, какие библиотеки. То есть тут все кастомно. А по Мгм. поводу десктопные приложения, расширения, тут как вам удобнее. Если вам удобнее на расширении работать, работайте на расширении. Если вам удобнее просто в VS Code там в терминале получать данные, либо в Jupyter по ячейкам получать данные, то работайте так. Тут Мгм. от вашего удобства. Да. С какими типичными, так. Ну, типа, ты уже ответил, да, Ну по да. сути. Какие задачи в SEO лучше всего подходят для вайп-кодинга, а какие все-таки требуют ручной разработки с профессионалами? Ну, задач, которые вы сами не можете сделать, значит, нужен профессионал. Только так. Мгм. Да, хороший ответ. Ну, или лучше с ним, знаете, ну, обычно с программистом хорошо в комплексе работать, чтобы на связи был, и Мгм. вы вместе ищете решение. Вот в таком формате. Да. Как вы проверяете качество и точность инструментов, созданных с помощью нейросетей перед использованием в рабочем процессе? Да как, просто включаю, смотрю, что там он делает. Вручную проверяю. Ну как, тут только Мгм. вот проверка самая моя нелюбимая, потому что скучная, там надо прям концентрация, смотреть разные настройки, пробовать. Много времени не отнимает. Мгм. Просто открываем и смотрим, какие данные.
Там, если, например, текстовый анализатор, ну, посмотрели вхождение на сайте, столько вхождений на сайте он спасет или нет. И можно сравнить с другими инструментами публичными, как они работают, там, данные, похоже, не похоже. Ну, в таком формате. Да, ты классно, кстати, такую штуку упомянул, что советуйтесь у нейросети, вот как что-то лучше сделать. Я вот это обожаю вообще. То есть я Ну, это сначала да. делал там, а я думаю вот так вот, а я же там тупой в этом в программировании вообще ноль. И ну, нейросеть тебе всегда подскажет нормально, как сделать и в чем плюсы, в чем минусы. И для вашего случая вот лучше вот это или вот это. Я сейчас это вообще везде сейчас использую, классно. Да, поддерживаю, это прям очень помогает в работе. Вот это вот прям. Ага. Так сказать, не надо выдумывать велосипед, а лучше спросить у умной нейросети, да. Какие минимальные меры предосторожности вы рекомендуете тем, кто вообще не разбирается в программировании? Ну, например, в VS Code плагины устанавливать от проверенных источников, потому что если вы там какой-то установите непонятный, там могут быть проблемы там безопасности. А кто не, Ну да. ну, если вы в сайт уже залазите, ну, наверное, если вы не понимаете, в сайт там не правьте через искусственный интеллект. Вот, ну, как бы такие, как логичные советы, базовые, можно сказать. Я вот, честно, никогда не понимаю людей, которые, например, тот же какой-нибудь C++, у тебя там плагинчик был, да, вот это расширение для VS Code. Как его можно скачать не с официального сайта, да, не с Microsoft, например, куда-то пойти? Это как вот эти, типа, обновление винды, да, я вот иду, обновление винды и скачиваю не с Microsoft, а с какого-нибудь там варезного там какого-то портала там. Зачем это вообще? Не, ну тут в VS Code человек первый раз его открыл, ему нужно расширение скачать. Он там название вбил, может, чуть не до конца. Ему там выскочило их 10 штук, он какой-то тыкнул, не разбирается. Да. Какие навыки нужно освоить SEO-специалисту, чтобы уверенно создавать свои инструменты с нейросетями? Первое, нужно желание. Второе, конечно, нужно базу какую-то понимать, как, ну, в принципе, как код работает, там, функции, методы, просто в общем хотя бы понимать, там, как в Python отступы важны и так далее. Но вот вы почитайте курс от Яндекса, что он сказал, вы, в принципе, поймете. Вот вам это будет достаточно, чтобы спокойно начать с этим работать. Да, спасибо, что упомянул курс бесплатный от Яндекса. Там, Да, там мне он понравился. я про него слышал от ребят, которые проходили, что нравится. И вот знаешь, такой у меня вопрос, не успел его записать. Ты наверняка где-то фиксируешь свои мысли, задумки, идеи, Да. как что-то добавить. Например, где-то едешь, и вот что, в чем ты их фиксируешь, вот твоя система, в голове всего не удержишь. Обычно, если я где-то еду, просто Google Doc открываю, туда пишу. Вот. А если за ПК сижу, я прям в папку программы закажу, в которой можно нести это изменение. И там вот текстовый файл простой списком пишу, там всякие наработки в таком формате. Но это очень важно, потому что ты потом можешь забыть, и все, и как бы можешь крутую идею. Ценные мысли, они как какие-то птицы там или муха там в одно ухо влетела, в другое вылетела, и все. Ты ее не поймал, и потом все. У меня вот куча раз так было. Как вы решаете вопрос поддержки и доработки таких инструментов после того, как они уже внедрены в процесс? Ну, если есть баг, мы его правим. Всё. А если нужно что-то доработать, дорабатывать. Ну, тут что-то ты добавить. Какие нейросетевые инструменты вы пробовали? Какой лучше для генерации Python кода для SEO-утилит? И что важно учитывать при выборе инструмента? Контекст, стоимость, лимиты или что-то еще? Ну, тут я повторюсь, тут не принципиально. Главное, чтобы она была, ну, не старая сильно, не допотопная, там хотя бы 25-го года модель. И тут уже как вам удобнее работать или какие у вас возможности есть. Вот в рамках вот этих задач, они на самом деле для нейросетей не очень сложны. Там логические операции в Python, Pandas, вот это все. Оно не прям там что-то там сверхъестественное. Потому тут, ну, конечно, хорошо, если умная прям модель, она просто лучше решает задачу вашу быстрее. Но можно и средненькими поработать. Спасибо. Как экономить токены? Это я уже упоминал. Там он бывает спамит этими комментариями, просто их удаляйте. Либо можно, знаете как, ну, на файлы бить. Я просто, у меня тут пришел, что просто в одном файле у меня весь скрипт. Вот у меня там, например, по анализу семантики, вот это по сбору, там это в одном файле весь код. То есть я раньше пробовал разбирать на разном, мне неудобно было с этим работать, дорабатывать, там, копировать. Я решил в одном.
Если, например, вы работаете, если разбирать на несколько, можно один файл закидывать для анализа нейросети. Ну, именно если вы в этом функционал, в этом файле дорабатываете, там меньше токенов. И комментарии удалять, как я говорил. Потому что бывает просто спамит очень много там. Особенно если уже есть комментарии, она смотрит по примеру, что есть комментарии, и дальше пишет еще больше. Мгм. Спасибо большое. На данный момент вопросы закончились. И, Александр, по традиции расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Можешь вывести слайд свой и с контактами. Сейчас. Могу быть полезен в чем? В SEO-продвижении и могу помочь с контекстной рекламой. Вот. Могу что... И также задавайте вопросы, если кто-то будет пользоваться этими приложениями, что я создал, там, обратную связь. Там, что вам понравилось, не понравилось, тоже буду рад. Мгм. Отлично. Александр, огромное тебе спасибо за такой позитивный и насыщенный вебинар. Показал свои творения. Это очень круто, действительно. Мое почтение, снимаю шляпу. Поэтому молодец. Не каждый, так сказать, SEO-отдел в хороших компаниях, таких продвинутых, имеет вот такого плана инструменты. Многие просто вот этими SaaS пользуются, да, которые вот обычные на слуху по рынку. Ну А да. вот такие инструменты, это же, как говорится, хороший мастер, он с хорошими инструментами. И инструменты надо еще под себя делать. Это в любой даже сфере там есть такие штуки, как удобнее, как там какая-нибудь там штучка и так далее. Поэтому ты молодец, показал, так сказать, вектор развития свой. И уверен, многим ребятам тоже понравится, тоже начнут что-то делать. Ну, спасибо, что за возможность выступить. Будет желание что-нибудь там снова показать, какие-нибудь фичи, выступить, рассказать, то приходи, буду рад. Хорошо, хорошо. Спасибо. Отлично. На этой позитивной ноте завершаем наш вебинар. Всем спасибо, до новых встреч и увидимся в топе. Всё, пока.